Базилик помогает улучшить пищеварение и разбудить аппетит. Полезным считается базилик и для работы сердечной мышцы, а также он помогает насыщать клетки кислородом. Использование сушеной пряности оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, что особенно актуально при борьбе с ангинами и стоматитами, а также другими воспалениями ротовой полости. Базилик обладает свойством регенерации клеток эпидермиса, а также препятствует старению кожи. Его используют при неврозах, невралгиях, мигренях, воспалениях почек и мочевого пузыря, коклюше и затяжном бронхите. Благотворно влияет употребление продукта и на состояние костной ткани. Полезно применять сушеный базилик и людям, страдающим расстройствами зрения. Облегчает состояние у больных бронхиальной астмой. Как заготовить базилик на зиму? Для сушки пригодны части растения, собранные в период начала цветения. Использовать можно листья, стебли и цветы. Цветочки более ароматные, чем побеги. Рецепт приготовления сушеного базилика прост. Как и все пряности, перед сушкой растения нужно помыть, а после этого разложить на бумажных салфетках на столе. Хранение высушенной приправы не доставит вам хлопот. Достаточно будет сложить сушеный продукт в сухую баночку с хорошо прилегающей крышкой или в бумажный пакет, а затем поместить пряность в сухое, защищенное от яркого света место. Чай из базилика помогает очистить почки от солевых отложений и мелкого песка. Также базилик является источником железа и цинка. Стоит отметить, что сушеный продукт содержит в себе все те же компоненты, что и свежесобранный базилик, только является более концентрированным продуктом. Не стоит употреблять продукт людям, страдающим сахарным диабетом, тромбозами и другими заболеваниями кровеносных сосудов. С осторожностью следует использовать эту пряную приправу людям с инфарктами и другими тяжелыми заболеваниями сердца. Если высушить и смешать базилик с розмарином, то можно получить удивительно ароматную смесь, которой можно заменить смесь перцев. Напишите в комментариях, как вы используете базилик: обычный, свежий, в консервировании заготовок на зиму или для варки ароматных маринадов для помидоров. Кстати, приятный аромат приобретают также патиссоны, грибы, болгарский перец и баклажаны. Бывает, что сушеный базилик сочетают с гвоздикой. Обе пряности прекрасно дополняют аромат друг друга. Кстати, на этой ароматной травке настаивают яблочный уксус. По истечении месяца он приобретает выраженный аромат базилика и может использоваться хозяйками в приготовлении легких салатов. Для приготовления такого уксуса остановите свой выбор на растении фиолетового цвета. Всего четверть чайной ложки на 3 кг готового продукта позволит полностью преобразить вкус блюда. Это удивительная во всех отношениях и очень ароматная пряность. Все части растения имеют необычный и ни с чем не сравнимый запах. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч на канале.